Всем зрителям большой привет, с вами Ктархонт, это Hearts of Iron 4, и сегодня мы с вами сыграем за украинскую державу, которая добавляется в одном из достаточно интересных модов. Здесь не просто сделали фокусы и страну, а продумали неплохо историю, которую вы, кстати, сейчас видите на экране. Я вам ее специально пролистаю, вы, если что, на паузу ставите и подробнее уже читаете то, что здесь написано. Я, естественно, при монтаже это увеличу, чтобы вам было легче читать. Ну а так здесь в целом отражается вся ситуация, то как страна сейчас себя чувствует, что вокруг нее, что с вооруженными силами, ну и заключение, конечно же. Если по карте, то это украинская держава, рядом есть Белый Крым, где остатки белых, к сожалению, у них своих фокусов нету, это было бы достаточно интересно все-таки еще и белых здесь рядом в Крыму увидеть. И кроме проработки украинской державы, здесь есть еще и небольшая проработка стран соседних с ней. То есть вот эту вот веточку Советского Союза. У Польши также добавлена консолидация Союза. И здесь пригласить Украину, если Междуморье будет делаться. У Третьего Рейха тоже есть фокусы. Это если он пойдет по пути демократии, то союзная Украина здесь есть. То есть, как вы понимаете, даже другие страны затронуты, это приятно. Ну, теперь, национальный дух, запрет коммунизма и устаревшая организация армии. Также достаточно интересное древо фокусов, я его специально рассмотрел, прочитал, что к чему. В целом, ничего имбалансного я не заметил, направлений, как вы понимаете, основных 4, тоже сколько партий, и в некоторых направлениях есть разветвления. То есть, в социалистическом уклоне есть 2 разветвления. Есть 2 разветвления в реваншистской риторике, есть небольшие разветвления, если вы пойдете по пути демократии для сохранения старого курса, но здесь в целом это все связано с Польшей и с небольшими такими ивентами, не колоссальные. Кроме того, здесь немало есть событий, которые дают разные события, например, укрепления, также здесь по фокусам у нас будут разнообразные приглашения стран, конференции, давление, то есть все вот эти вот события будут отражаться, они тоже прописаны, и это на самом деле приятно. И, конечно же, можно создать Киевскую Русь. Если что, я в этот мод уже играл, да, но это было еще давно, когда мод не был так хорошо на самом деле детализирован и проработан, поэтому сыграю все-таки еще раз. Командующие здесь сделаны, естественно, свои, достаточно немалый выбор. Единственный минус это по фельдмаршалам, они все старой гвардии, но так, генералов немало, хороших, на любой, как говорится, вкус, есть свой начальный небольшой флот. Да, еще, наверное, стоит вам показать, это количество советников, это просто жесть. Но при этом они привязаны к партиям, так что да, не всех вы сможете повыбирать, так что да, ограничено. Под каждую партию свои. Здесь также немало теоретиков, проработанных, своих сделанных. То есть выбор реально годный, хороший. Здесь свои конструкторские, из танков, кораблей, авиации. Если вам интересно, по какому пути пойду я, то именно по пути нейтралитета, так как это одна из самых идеологий, которая в оригинальной игре вообще почти нигде не фигурирует и особо смысла не имеет. Стран, за которые можно с ней реально интересно сыграть, единицы. Ну и да, события, Варшавский процесс, арест Бандера, нет, мы украинцев не выдаем. Исследовали фокус Гетманской конституции, получаем варианты новой конституции. Либо же лидер привластной группировки получит запраты на командующего всех сталях, либо же силу единства нации. Скорость дивизии плюс 5, поддержка войны плюс 10, ежедневная поддержка нейтралов. И будем называться Королевство Украина. На самом деле, политочков я проблемы не думаю, что будем испытывать, а вот именно, чтобы скорость дивизии получить поддержку войны, да еще и поддержку нейтралов, то давайте возьмем конституционную монархию. Исследовали фокус Украина превыше всего. И смотрим на карту Альянса Черноморское Содружество, наш новый альянс и нечто большее. Новый национальный дух. Региональные амбиции Украины. Королевство Украины заявляет в своих амбициях стать лидером Черноморского региона. Интересы Украины превыше всего. Дожидаемся, что же выводы с нам. Жмем на ОК. Румыния соглашается. А Буковина выбирает Украину, Буковина остается в составе. О, рандомчик. Ну-ка. Все. А, Буковина выбирает... О, хорошо. Бессарабия выбирает Украину 20%. Бессарабия остается в Румынии 80%. Оу. Вот это сейчас будет рандом. Ну ладно, один регион... Бессарабия выбирает Украину. Неплохо. Я прям удивлен. И... Буджак тоже выбирает Украину. Замечательно. Все забрали. Румыния получила от нас гарантии еще вдобавок. Ну и, конечно же, часть территории. А мы, кстати, немало так. Верфь получили, 2 фабрики, военные заводы. Эта территория нашими национальными, к сожалению, не считаются. А нет, смотрите, вот есть интеграция. Фабрики тратим, а спустя какое-то время мы их интегрируем. Переименование читать АЛБ. Вернуть греческое название можно. Давай греческое название Тира. Требуем подчинения от Крыма. Смотрим, что нам скажут.
Марионетка. Отвергает наши условия. Ну, как говорится, сам виноват, сам захотел, сам получай. Война, что у него там? 12 кораблей, между прочим, так что это достаточно много, но я думаю, мы сами справимся. Отлично, наконец-таки пробрались. По потерям, кстати, 30 тысяч потеряли. И есть ивент на интеграцию Крыма. Судьба Крыма аж, ничего себе. Давайте посмотрим. 3 варианта. Аннексировать, организовать крымско-татарскую автономию, либо же депортировать часть русских и постепенно селить нашими гражданами. Не, просто аннексировать территорию. Исследовали фокус Черноморская стратегия, нам добавилась теперь ставка на флот. Упор на строительство флота, производительность верфей плюс 15 получим. И скорость строительства верфей плюс 15. Но при этом скорость строительства военных заводов у нас будет страдать. Переименование Севастополя. Опять же, 3 варианта, либо же оставить как есть, но мы пойдем, наверное, по греческим вариантам, да? Ирсанес. Проводим Стамбульскую конференцию. Турция отказывается. О, неудивительно, турки всегда были нашими врагами, часто ничего не поменялось. Болгария в альянс пригласится и Греция. Замечательно, Болгария и Греция зато в альянс вступились, а с Турциями есть претензия. Притом гарантия независимости является Румыния. Украинская дипломатия обратится за Томасом об автокефалии УПЦ. В течение 180 дней. Ну давай посмотрим, что даст. Ну и раз у нас есть цель войны, то Стамбул будет нашим. Ну и Румыния, собственно, под нами прогнется, я надеюсь, если мы сможем. Ну, кстати, более чем уверенно давим. Неплохо так выходим уже на границе. Да, немножко я не ожидал высадок. В итоге меня здесь слегка подсобрали. Ну да ладно, я, по крайней мере, границу более-менее держу. Кто-то своими попытками высадиться в меня потерял уже 225 тысяч. У Турции сколько там армия? 9-15. Замечательно. Я не понимаю, почему мои союзники не могут пробиться. Видимо, все-таки все будет завязано сейчас на мне. Входим в Стамбул. Все. Меня очень радуют греческие высадки. Неплохо так она действует. Притом уже Турция почти капитулировала благодаря этому. Мы тут победные территории остаточные забираем. Все. Вот так вот миримся, себе заберем Стамбул. Я не знаю зачем, но это просто красиво. Пролив, наш контроль, наша территория. А Турция, остальная часть ее станет марионеткой. Мы ее немножко а-та-та сделали. Начинаем атаку на Румынию. Вновь забирать Бухарест и остальные территории, которые нам пришлось отдать из-за высадок. Ну, теперь уже проблем никаких не будет. Итого, смотрите на наш альянс, Черноморское Содружество. Румыния является марионеткой, Турция является марионеткой, Болгария и Греция просто члены этого альянса. Оправдать цели войны. Возвращение территории. Волынь. Против Польши. Да, 8% напряги. Да, против нас сейчас хотят союзники. Но что поделать. Наконец-таки избавились от негативного модификатора, устаревшая армия, благодаря тому, что исследовали сами завершение реформ. Мне интересно, почему никто не вешает гаранты на Польшу. Видимо, возвращение нас с территории считается нормальным делом. Ни разу раньше такого не замечал, при том отношения я не улучшал. Помощь Карпатской Украине, которая выделилась вот здесь. Вот у нее своих фокусов нету, но она просит у нас помощи, чтобы Германия признала наш протекторат. Давайте, попросим. Третий Рейх соглашается. Отлично. В итоге это наша марионетка. И Василий, первый защитник украинцев по обе стороны Карпат, Венгрия уступает. Ну, конечно же, против Рейха она пойдет, ага. Теперь у нас появляется возможность присоединения Закарпатья, если оно будет рядом с нами. Оправдание готово. Можем чуть подождать, конечно, когда у нас через 9 дней бонусы появятся. А можем прямо сейчас? Да, прямо сейчас. 46 напряги. О, неплохо. Даже зелено. И британская Индия ленд-лиз. Серьезно, нам союзники ленд-лизят войну с Польшей. У Польши, кстати, уже нету рекрутов. Замечательно. У нас есть немного времени до того, как сюда вообще Рейх впишется, поэтому надо бы успеть победить. Поляки просят мира и согласны передать нам территории. Ой, да ну. Да нет, конечно же, нафига? Отказаться нам нужно все. Пакт Молотова-Риббентропа закончен, Данцик война начинается. Интересно. Так, границы освободились. Ну-ка сразу же в атаку давай. 4% у Польши. Ой, Данцик надо брать. Так, Познань, Данцик. Знаешь, вот вроде бы немного, а на самом деле много еще что надо сделать за это время успеть. Если что-то, тут остается совсем чуть-чуть дней. Фу! Рейх объявил войну Польше, но Польша не успела никуда вступиться. Теперь я могу ее забрать. Замечательно. Нам нужны вот эти вот регионы, это наши национальные. Притом Берестейшина, я помню, нужна, и Белосток нужны для создания Киевской Руси. Вот это вот, получается, оставляем по такому раскладу. Тоже забираем, чтобы красивая была потом Киевская Русь вот на всю эту территорию. А здесь тогда марионеткой. А у Третьего Рейха уже претензий на нас нету, он в обход Можино идет. Вот это мы сейчас камбэкнули. Просто надо сколевайно исследован, все. О, у него нету больше претензий. Пакта не нападения, при том можем, смотри. Все.
О, красиво, красиво. Переименование Станислава. В честь Ивана Франко. Ну, пожалуйста. А, ну да, мы можем присоединить Закарпатье. Давай, кстати, сделаем. Бамс, ждем. Подкарпатская Русь. Давай становись нашей. Отлично. И мы можем, я так понимаю, его интегрировать. Да, за 50 политики можем еще интеграцию прожать. Я, кстати, был слегка невнимательный, и я не забрал Люблин. Исследовали восточные укрепления. Мы станем на пути Евразийской Орды. Укрепление +2. Ну-ка, давайте-ка посмотрим на эти укрепления. Как-то маловато, на самом деле, укреплений, я бы так тебе сказал. То есть придется реально вот здесь самому застраиваться. Что ж, да, реально больше там ничего не будет. Потому что здесь Приднестровье, Черноморские укрепления и Западный вал. Больше ничего нету, ну ладно. Да идти тебя за ногу, серьезно. Румыния без моего ведома отдала Северную Трансильванию. Я фигею, почему у меня не спрашивают, как у главы марионетки, хочу ли я отдать регион? Почему это просто как данное? Финны приняли требования Советов. Ничего себе, как все хорошо-то у Советского Союза. Третий Рейх соглашается. Соглашение с Германией минус. А что нам от Третьего Рейха теперь пало? А, гарант независимости. Ну, замечательно. Спасибо. Мне гарантируют независимость. Запад под Рейхом, Восток, видимо, будет подо мной. Исследовали Черноморские укрепления в Одессе, во всех регионах. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, и, наверное, морские, да. Ну да, смотрите. И такие укрепления получили. Ну, неплохо. Италия обосновывает войну с Грецией. Советское влияние. Нужно действовать осторожно. Италия объявляет войну, кстати, Греции. Что я должен сказать? Греция, извини, жизнь прекрасная штука, но иди в союзники, все. Советский Союз объявляет войну в Финляндии? То есть финны такие отдали все территории, а Советы такие, ну нафиг, давай еще повоюем. Не, ну с другой стороны, что им еще делать? Финны просятся к нам в альянс. Ну, конечно же, Финляндия, я вступлюсь за тебя, ведь это так мне нужно, это так необходимо, Витя. Ну, а, собственно, почему бы и нет, пригласить в альянс, вступить в войну. Советско-финскую. Погнали. Ну, мы можем как бы сразу же начать давить, но есть одна опасность, то, что у нас всего-то дивизии ничего. Велик риск того, что Совет у нас продает, поэтому, может быть, в обороне посидим. США, ленд-лиз, давай. Мы же теперь, получается, оборонная страна. Напали-то на финнов, а мы теперь просто заступили за оборону. Да, в состоянии войны, оборонная война, мы можем теперь исследовать с вами душу и тело, получить военное обязанность населения, а также опыт большой войны. Замечательно. Капитуляция Финляндии. Советы почти вышли на ту границу, которую я им выдал. Если поляки будут близки к капитуляции, они могут согласиться на объединение с нами в единое государство ради сохранения надежды на общую надежду. А процесс капитуляции больше 65%. Государство Польша полностью независимое, больше 65%. То есть это надо мне сейчас ее призвать в войну, дать возможность Советам высадиться, захватить буквально до Варшавы дойти. Третий Рейх тоже готов в эту войну вступиться. Интересно, интересно. Не, я пока не хочу его призывать. Хорошо, стоим, обороняемся. Прям без вопросов. Миллион уже рекрутов Советский Союз слил, 54 тысячи потерял, кстати. Все пехота, разведка, артиллерия и саперка в дополнительных. Еще есть сердюки у меня немножко, но это вот чисто вот здесь вот по оборонным портов стоят, в Крыму обороняются, и есть один кавалерийский полк, который мне дали по ивенту. Все. Война с СССР исследуется Третьим Рейхом. Неплохо, неплохо, знаешь ли, Рейх? Молодец. Танки уже пустые у Советского Союза, пехота на процентов так 5 или 10 где-то пустая. Замечательно живет. О, неплохо, смотрите-ка, мы теперь можем реорганизовать свой генштаб, получить организацию дивизии плюс 5, скорость планирования плюс 25. Ровно, кстати, такой же бонус, как у Третьего Рейха, это благодаря фокусу на опыт большой войны. Не будем дождаться конца фокуса, чуть-чуть тут осталось, давайте, советско-украинская война. Бамс. Погнали. Давайте попытаемся проатаковать. Ну, как сказать, попытаемся, где-то чего-то у нас выходит, а так в целом атаковать все-таки пока рановато. Я бы еще поставил, на самом деле, поддержался, не стал бы в атаку идти, но пошел в атаку немец, и это сбивание очков. Он уже 6% набрал, 6%. За что? Потерял 13 тысяч и все? И уже 6%. Офигеть просто. Смотрите, как хорошо наше наступление развивается, особенно на территорию Кавказа и Сталинграда. Смотрите-ка, август 41-го, ну, 31 августа, да, в ночь 31 августа на 1 сентября в Сталинград вошли.
По потерям 5 миллионов против 487 тысяч. Вклад, между прочим, Третьего Рейха 4%. Все же из-за того, что он не может здесь пройти, у него здесь особо-то и дивизии нету, кстати. Вот это опасненько. Все, на Кавказе заканчиваем. О, отлично. Смотри, Кавказ отрезали. Все, Кавказ зачищен. 6,3 потери у Советского Союза. Остается еще 4 с лишним миллиона рекрутов. Интересно. Нам это удастся сейчас или нет? Москва пала. Сегодня на рассвете украинские войска прорвались через поспешно возведенное оборонительное сооружение на улице Москвы. Все, с помощью данной модификации я себе Люблин передал от Польши. Я наконец-таки понял, как это делается. Достаточно несложно. И теперь для создания Киевской Руси все, он у меня теперь засчитался. Замечательно. Все, я теперь вырубаю этот мод. И продолжаем нормально играть за королевство Украины и давить дальше Советский Союз. Если что, у него остался Ленинград, совсем чуть-чуть до победы. Уже под Ленинградом бьемся за этот город. Я думаю, это не составит долго, да, ждать? Ну да, замечательно. 2 дивизии атакуют под 300. Оборона вообще никакая. И если что по вкладу, 2% и 2. У Третьего Рейха Италия ровный вклад. Все, Ленинград пал. Немецкие войска, правда, ну... Ладно, как скажете. Немецкий так немецкий. Все, Ташкент сейчас падает, и Советский Союз... Даже раньше капитулировал. Замечательно. 3000 очков против 150 у Италии, 100 у Болгарии, 75 у Рейха. Вот такие вот регионы мне вообще по миру надо забрать. И, кстати, очень странно, я могу Финляндию съесть. Марионетка. Дорогая. Ну, короче, вот так вот надо забрать. Понятно, что это выглядит немножко странно, на самом деле, как-то... Вот такая вот у нас будет Русь. Да, пускай не то, что надо, но я хочу вот так вот. Завершаем ход. Вот такая вот у нас будет с вами вытянутая, продолговатая, очень странная Русь. Ну, а все остальное мы сделаем марионеткой. 44 региона мы, 4 Рейх. Он смог отжать себе все-таки Прибалтику. Ну, что уж поделать, такой вот он. И восстановить Киевскую Русь. Берем. Киевская Русь. Пропускаем время, чтобы у нас зафиксировались рекруты. Ну или не зафиксировались рекруты. Да нет, должны. Но, видимо, знаешь, нам же рекрутов не дает, потому что все они задействованы Россией. О, да, надо было ее, видимо, полностью выпиливать, иначе у нас как бы есть призывники, но нету результата. Да, видимо, все-таки потери со стороны Советского Союза сказались достаточно сильно. Ну ладно, Киевская Русь, наш альянс, смотрите-ка. Черноморское Содружество. Финнов я сделал тоже своей марионеткой, вернул им тут регионы. Достаточно такая большая у нас тут теперь Финляндия и независимая. Вошла к нам как союзник, а в итоге стала марионеткой. Это на самом деле... Хотя, да, марионетка. Это очень странное дело, но да ладно. Итак, получается, что мы с вами владеем... Смотрите. Немалой частью так-то суши. Это, знаете, начальная СССР, только намного улучшенный, взятый Финляндией, с Польшей, с Балканами и при этом с хорошим союзником Третьим Рейхом, который не предаст, который притом нам все гарантирует, тут независимость нашу, так что все прекрасно. Но если смотреть по фокусам, то я самое интересное прошел, это сохранение старого курса до конца. Это я немало исследовал здесь, естественно, я не занимался ВВС и флотом, это потом уже можно вот сейчас как раз в этой средней, так скажем, игре. При этом я так и не добился, как вы понимаете, с Польшей взаимодействия, ну потому что мы уже не в войне, во-первых, это не показ, во-вторых, заставить ее на 65% капитулировать, это, наверное, только в войне с Рейхом можно, да и то рискованно, потому что бамс и все. Так что этого нету. Но у нас есть Киевская Русь, у нас есть Россия, Финляндия, Турция, Болгария и легионерская Румыния. Все в едином альянсе под названием Черноморское Содружество. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Ссылку на бот найдете в описании. Не забывайте лайкать, оставлять свои советы и предложения. И всем до скорых встреч.